Лет 10 назад был у меня такой интересный объект. Это охотничий дом. Ну, это на Украине, Винницкие леса. Вот обалденные красивые места. Я делал там забор 1000 квадратных метров, может больше. Вот так входная группа. И вот еще, правда, и крыши нет. Вот он сделали под соломой. Не нашел я фотографий. И дали мне сварных, которые тоже делали по моим эскизам сварные ворота. Вот такие вот под дерево, с ковкой. Вот такой домик там был уже готовый. Я только бревнами немножко его оформил. Он был слишком современный. Ну, чтобы привязать его к своей теме, к своим работам, то я вот их под свои бревна сделал. У нас там было два объекта рядом, ну не знаю, километров 30. Один объект ну, был охотничий дом, и второй. Вот это мы, Ленка красила здесь, и это мы приехали к ней на побывку. Это на мою бороду вот у меня отросла, соскучилась по мне. А я вот это весь тоже ей рад. И говорю, ну идем, покажешь, что ты там наделала. А мамик мне снимает. Мамик говорит, ты что, говорит, не хочешь меня поцеловать? Вот она пошла к мамику, обрадовалась, что мы в гости. Вот она одна ведет этот объект. Ну, у них куча подсобников, помощников, то есть здесь система четкая, организация, то есть, ну, и, ну, хорошие мастера, но немного хороших мастеров. Но настолько сложно с ними работать и управлять ими, это казаки, они просто неуправляемые, понимаете? Ну мастера хорошие, то есть это, вот смотрите, вот такое озеро, здесь родник такой и подпитка, то есть, ну, вот этот, вон, видите, лоси там далеко, олени всякие, ну, куча животных, которые там ходят, но это загорожено забором. Он, видите, если просмотреться между лесом, там какие-то олени пришли на водопой. Ну, они ручные, как их не стреляют, у него вот типа такой сафари-парк под открытым, ну, будем небом. Видите, смотрите, сколько животных вот там проглядывается. А то свинью то я с бетона сделал, ее даже кормить не надо. Ну вот и грибы повырастали, ну их еще не раскинули по лесу. Ну такие вот грибочки, там и улики, и пчелы. Но здесь заказчик хозяйский, такой пан назовем его, у которого и кони, и вепри, и олени, лоси, все есть. То есть вот он всех их подкармливает. А вот это мостик такой себе светильниками сделал. Там чуть позже будет даже, ну как я его делал, вот такой вот небольшой мастер-класс. Это очень старые, ну, фильмы, они там еще, ну как бы таким старым, ну, десятилетней давности сделанные фотоаппаратом или там камерой, я уже не помню, чем мы снимали. Поэтому качество такое вот плохое, ну, какое есть, поэтому я собрал, пытаюсь восстановить старые свои объекты. Вот смотрите, вот у нас какие перила интересные, мостик. Это я прихожу, радуюсь, Ленка уже покрасила. Ленка, ну, уже столько лет со мной на объектах, она экстра-класса специалист, и я смело оставляю на нее объекты. Вот это подпитку мы такую сделали. Видите, подпиточный, вот здесь вода, набирается гидроизоляция, и оттуда там насосная, становится там скважина. И если родник немножко пересыхает или там жарко, то можно со скважины добавить сюда воду. Представляете, какие деньги он вкладывается вот именно в такой, ну, не знаю, сельский туризм назвать, как правильно. Ну, а вот этот домик уже мне дали бригаду, она строила по моим эскизам, чертежам, и там будет камины, барбекю. Фактически этот фильм про барбекю. Ну и вот в округе, как идет стройка, то есть уже восстановить сложно эти объекты. Ну, если бы я поехал туда, мне, правда, приглашает сейчас уже спустя там 10 лет, ну, чтобы что-то еще сделать, там, рыбаков, охотников. Ну, посмотрим, как вот карантин этот, ну, пройдет и может и пригласят. То есть мы поддерживаем очень хорошие отношения, со мной великолепно рассчитывались, и, ну, приятно вспомнить, ну, вот лес, грибы, жили мы в природе, ну, смотрите, какой интересный калиточка, выход на природу, цветочники, многие вещи я отрабатывал вот здесь вот на таких объектах. Ну, как бы здесь, видите, лось пришел на водопой, Кузя его звать, или это лосиха, но это лосиха, это не лось. Лося мы боимся, а лосиху не боимся. Вот не, это лось, смотрите, точно рога, у нее это Кузя. Ну, там рядом и хозяин, не хозяин, а начальник, он, ну, прораб, который нам помогал.
и по хозяйству в этом он следил, это его объект. И вот такой вот я построил, ну, как я все говорю, я, была бригада, мне запретили говорить я, вон пацаны, которые строили, ну, чертежи, эскизы были как бы мои, а вот это Кузя, хозяин, все, порядок наводит, леса нас херачит. Но вот этот, вот видите, показали фотографию, и вот я там делал, видите, опять все, как-то без меня ничего не получается. Вот где я, там и стройка. А то мне наругались, что я бессовестный, у меня вот это только о себе говорю. Ну, не найду правильных слов. Ну, вот кирпич привезли, и ну, вот так, такой бардак у нас на стройке. Ну, потом со временем здесь дорожки, все сделают, вертолетные площадки сделают. Сюда даже с Германии сюда приезжает элита посмотреть вот на вот этих животных. Ну, не знаю, будут они там охотиться или нет. Здесь ну, лесное угодье находится. И ну, вот куча животных, вот эти овцы, бараны здесь вон, поприходили на водопой. То есть много животных, хозяйство очень большое. Ну вот благодаря этому лесхозу, или как и правильно, охотничьему угодью, это рядом ну, целый заповедник поддерживает. Это вот у меня мамик на хозяйстве, вот она показывает, что она, вон я, видите, делаю крышу. А она показывает, как видите, как она как камни на бревна делает. Это там позирует, она со мной работает. А я вон делаю, как недавно спрашивали, как сделать с бетона камыши. И вот случайно вот я нашел такой кадр старый. Вот я делаю крышу. Это блогер, пацаны, точно блогер. И это я только ну, дублирую на стуле. А это вот видите, холодно, октябрь. И я стою вот так вот работаю. Видите, дождь, не дождь. Все, вот и я что-то мажу там. А Лена нас снимает. А вот это пацаны, ведь уникальные специалисты, они делают крыши, и это, ну, это с Украины, Западной Украины, там много специалистов по плотницким, по крышам. Они четко знают свое дело. Ну, я немножко влиял на вот эти там, где закосить, где какие-то нестандартные решения. А вот парень, который вообще нам шикарно помогал. Ну, то есть он, самое интересное, повезло, он с села, где у Нины родители были. И он ну, знал нам вот такое, ну, случайно мы попали, что у нас даже земляк был. Ну, вот видите, я так нарезаю соломку, потом ее Лена покрасит. Ну, видать, дожди здесь, ну, часто дожди, приходится накрывать. Я даже не представляю, как в таких условиях, видите, Нина у меня вся одетая и закутанная, я там на трое штанов, чтобы не вымерзнуть. Ну, вот приходилось так работать. А вот этот парень вяжет, вот какой-то каркас будет или пень, я не знаю, что он там делает, я уже и забыл. Ну, такие перила, вход, он, цветочники всевозможные, такие деревья позаковывали. Я слишком не мутил, веточки там, ну, эконом-класс, вот такие, все прямое, чтобы можно быстрее сделать. Тогда же зятей не было, зятя работали на своих объектах. И мне приходилось самому много работать. Ну, вот камин, который ну, вот видите, я везде с мастерком. Не только трандю, то я вот точно работал. Я сам уже в кино себя вижу. Вот так внутри вот этого беседки еще с крыши нету. И я делал камин. А это уже крыша сделанная. Пацаны, смотрите, все. И подшива сделанная. А вот даже фильмик, кусочек фильма я нашел. Смотрите, какой утеплитель. Кондиционеры стационарные такие, которые ну, топят. А это такой камин, ну, как барбекю под печки. То есть, ну, не отопительное, не знаю, дизайнерское такое решение. Ну, с какой целью его делали. Ну, он так сильно работает, что с этого помещения он выкачивает воздух. Чтобы камин работал, надо открывать окно. Потому что тяга слишком большая. Ну, такой камин лев, это охотничье такое, охотничье направление. Ну, вот веточки, там брус и простой камень. Ну, на него сильно времени не тратили. Но вот и между делом и таких охотников делал. Вот Лена, ну, видать, тепло было. Ну, помимо каминов, я немножко покажу, что вот какие работы. Вот и веприка я делал. Тоже, что он рядом банька. Ну, баньку не я делал, 100% она деревянная. Там ну, реальные деньги стоят. Ну, вот хорошие мастера просто пришли и сделали. А это Кузя, не нравится, что это здание стоит. Ну, цоколь мой. То есть
У меня, конечно, было там 5-6 подсобников, пацанов, которые помогали мне. И вот забор 1000 квадратов, но здесь у меня были реальные специалисты. 22 тонны мы вырабатывали там за 10 дней или за сколько. 36 квадратов в день мы делали вот такого вот забора. А это вот уже каминчик, ну там дальше будет еще про него немножко показываться. С такими уже вводкой здесь, я не знаю на какую сумму выпивки. Вот так делался этот вепрь, камин-вепрь, то есть ну, вот, очень большие топки, за что я говорю, ну внутри кирпич, я тогда с кирпича все делал, а потом оформлял его вот такой вот лепкой там архитектурным бетоном или как его назвать, вот. Вот несколько каминов показывают, опять вот этот лев готовый, по второму кругу пошел. Ну, вот камни простые, эконом-класс. И вот эти вот такие животные, вепри, там сплошь и рядом ходили. Ну и они как-то не понимали, что они вепри. Ну и любили, когда их чешут. То есть они это лопатой чесать. Вот Лене дали коня, на нем она на работу каталась. Тоже там у них конюшня своя были и всевозможные эти кареты. То есть, а вот это здание типа гостиницы, там, ну или не знаю, как вип-гостиница и там бильярдная, вот такое вот здание интересное. Ну вот Ленка, смотрите, вот такая, сколько 10 лет моя красавица, вот она носик этому вепрю подкрашивает, это мы, видать, давно не виделись, я зашел, и она хвастается, вот, позирует на камеру. Ну вот, благодаря Ленке, конечно, у нас и покраска, и многие мои погрешности она за счет хорошей раскраски она их ну, прячет. Ну, по 10 часов она на этих лесах, очень трудолюбивая, усидчивая, и вот, будем говорить, с 16 лет она на стройке, ни в какие МГУ она не захотела, говорит, папа, хочу только с тобой по стройкам ездить, люблю бетон месить, красить, вот все так мне нравится, давай. И вот у нас Ленка, вот это вся основной настройки. И благодаря, конечно, вот, ну, фактически, это сейчас мне легко, у меня 2 зятя со мной, дочки со мной, и зятя основную работу вытягивает, но тогда приходилось в основном мне кидать, вырезать, лепить, просто больше никого не было. Ну, учить подсобников достаточно сложно, ну, кидать это можно учить, а вот кору делать, камни резать, получалось все, приходилось на одни руки. Вот наша бригада, 3 человек, которые вот делали вот эти объемы. Ну, за счет правильной организации труда мне приходилось как-то пацанов мобилизовать, и уговаривать их, чтобы они не помогали, потому что ну, надо делать очень большие объемы, и иначе ну, заказчик плохо с деньгами расставался. А когда ты делаешь большие объемы, то все хорошо проходит. Ну вот смотрите, вот такую краску, это всю краску с моей фирмы привозят. Ну вот по таким, таких она находится, в таких ведрах специальных. И вот тут такая роспись. Видите, огненный камень такой вот, и вот ковка, металл. И смотрите, как она ушки набивает. Это уже последние штрихи, которые, ну, как бы идет усиление усиление самой скульптуры вепря. Вот ты ее подбил беленьким и получается контраст. Ну, она покрашена, а потом, смотрите, беленьким набивает. Это уже вот, ну, как бы она только понимает, где надо подбить, где надо вот и синенькие, то есть и светлые. То есть для этого надо живописью заниматься и ну, рисовать картины. У Ленки очень много картин, надо будет как-нибудь показать фильм, там у нее штук 100 картин, которые она зимой ей скучно, и она рисует картины. Ну вот, я, видите, даже что-то помогаю здесь, сейчас что-то принесу. Вот моя дочь старшая, она всех моих детей выменчила, и самое большее ей досталось и в стройке, и по дому. То есть, вот видите, на кисточку, я тоже помощник, принес ей кисточку. Ну вот такой охотничий дом. Потом будет еще короткий фильм, как все-таки, как они там уже и шторы, и бильярд туда поставили. Ну, то есть, ну, заказчик очень реальный заказчик, там, ну, даже боюсь фамилию его называть, ну, то есть у него все четко система работает, и, то есть это, вот, Ленка что-то подбивает или белым, или серебром,
Ну, то такой вот веприк, мы что-то с ней советуемся. Или я умняки там кидаю, а она доказывает, что вот так будет хорошо. Ну, или мы просто общаемся. Я таким образом зашел передохнуть и попал под съемку. Ну, мы с семьей ездим, дочка, жена моя, я и Ленкин зять был. Ленкин зятю, конечно, досталось на орехи. Ну, зато есть что вспомнить. Ну и грибы там, и животные, конечно, место красивейшее. Вот уже с кузнью, смотрите, кузнечные сделали полки, на которых будут стоять всевозможные бутылки. Там вот и доски, и дровница. Видите, это уже последняя фотка снятая, и что-то она часто выскакивает. И вот сейчас будет короткий фильм, где, ну, как вот это вот мы пришли, вот и арки. Ну, надо очень большие объемы делать, закидывать, лепить, резать. То есть, ну, здесь своеобразная технология. Сейчас мы немножко камень по-другому делаем, больше лепим. А тогда я просто кидал штукатурку, русты резал, красили, и никто не парился. Зато можно было делать большие объемы. Вот уже плитка, столы такие, и смотрите, уже шторы есть. То есть здесь финансирование было на очень высоком уровне, то есть деньги вообще не проблема, то есть что хотели, люди покупали, ну, как заказчик покупал и делал такой VIP-охота. И, ну, я думаю, в интернете, я надеюсь, осталось. Есть такая VIP-охота вепер. Вот видите, кузнечник какая-то люстра состаренная, состаренная люстра. Это вот я заехал и смотрю, что с этого получилось. Вот там у нее и умывальник мы сделали, видите, потолки, гипсокартоны. Ну, специалистов, евроремонтников достаточно, видите, и плитку, то есть нету проблемы, то есть платить деньги и все сделает. То есть, ну, на очень высоком качестве, ну, на высоком уровне. Вот это я цепляюсь к Ленке. То есть мы, видать, 30 километров рядом у нас объект есть, точно такой же. Ленка стала на отделку, а мы там строим. И получается, вот, ну, когда я приезжаю, уже можно увидеть, что здесь сделано. Вот нас заинтересовала люстра. У меня тоже был кузнечный цех. Но вот такое, видите, интересное решение под ржавое. Но это уже в Европе. Там как бы металлика, ну, не красит, а там, то есть, какое-то старение есть. И много вот таких ржавого металла. Ну, или вот такой интересный обработка именно люстры. Ну, вот куча краски тоже, это в таких вот емкостях находится, в виде кафель на такие, на столы эти положен. И я его металлом обыграл, а здесь будет, ну, такой умывальник. И вот смотрите, выход наверх идет, ну, то ли он туда, там у них гостиница и номера находятся, номера, то есть там можно спать. Я думаю, сейчас я зайду и покажу. Вот уже, видите, перила с бетона сделанные. И вот я показываю шторки какие-то, видите, вязаные, свои оригинальные, как, короче, элит, какой-то пошив. Ну, просто камера старая, не выгребает качество, то есть, ну, то есть поэтому такие съемки. Вон птичка у меня стоит там, филин, и вот такая железная лестница, которая была, и мы ее по-быстреньку оформили. Все здесь оформлено в дерево, вентиляция, кондиционирование. То есть, ну, такая мини-гостиница в лесу со всеми там, ну, как правильно сказать, удобствами. Вот я захожу, ну, еще угол, видать, не заштукатурен, ну, такая вот комнатка. Там балкончик, люстры вот всевозможные. Ну, здесь как получердачная, видите, скос, окна и вот такие спальни. Ну, мебель очень хорошая. Видите, здесь уже все готово к приему. Но осталось убраться, вон и ведра, и уже, ну, видать, порядок наводят. Вот такой вип-охотничий домик. Ну, и туалет, и санузел, и душевая кабинка. Ну, все по-взрослому. И в лесу там, конечно, грибы, там, и чего только нету. И белых грибов много. Ну, рядом водохранилище, там
рыбалка, то есть, ну, очень хорошие места. Вот я смотрю, эти стены сделали под дерево. Ну, здесь принято, ну, в лесу принято вот такое вот дерево. Ну, как бы класс заключался в том, что оно все деревянное. Вот такая вот такой был у меня объект. Ну, я больше захотел показать камины, там мы много чего сделали. Может, как-нибудь я сборочный фильм покажу, что мы сделали. А вот небольшой, как бы, одни из первых моих барбекю, камина, вот казацкие трубки. Здесь я, конечно, с размерами намутил. Ну, это первые работы. А это тоже рядом тот объект, который мы делали. Тоже есть вот такие охотничьи пистолеты. У меня и фильм есть. Я тоже скоро его выставлю. Вот два охотничьих дома я делал на Украине. Это тоже на Украине рыбацкий дом. Ну, где-то они друзья заказчики, которые очень хорошо стоят. И вот они могут позволить такие дома. А это уже в России я делал такого оленя, беседка, ну, тоже как бы там мангальчик стоит железный. Но здесь уже по другим технологиям делал. Это тоже рыбацкая такая вот барбекю с этой темы. Вот водоем на 17 тысяч тонн. Ну, это тот же вот камин «Вепрь», ради которого фильм показывался. Ну, собрал я редкие фильмы, которые сохранились. И вот отрывки я их отредактировал и как мог показал. Ну, вот был период, 10 лет назад я делал такие камины барбекю. Ну, вот тоже здесь этот охотничий, будем говорить, стрельбище здесь. Ну, вот это тоже один из первых каминов, которых мне пришлось сделать. И вот опять вепри эти все. То есть их штук 80 сделал, надо как-нибудь собрать в кучу, да, показать. И вот такое охотничье. А это в Крыму вот такой вот барбекю, смотрите, какой он высокий, там барана можно туда засунуть, метров 6-7 высоты. Ну, вот что хотел, показал.